Всем привет! Меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал. Новой коллекции весна-лето 2022 итальянский модный дом Gucci празднует сегодня свое фееричное возвращение на живой подиум. После онлайн-презентации последних пару лет бренд устроил грандиозный показ с огромным размахом прямо на Голливудской аллее славы. Вместо модной сцены участники шоу дефилировали по легендарному бульвару. Здесь состоялся настоящий парад звезд первой величины. Этот показ стал финальным аккордом в праздновании столетия Gucci. Еще весной 2020-го стало известно, что именитый бренд больше не будет подстраиваться под общепринятую сезонность. Креативный директор Алессандро Микеле объяснил это тем, что модный дом хочет войти в новый ритм жизни и, следовательно, перестает представлять свои коллекции на неделе моды. Однако менее популярным и обсуждаемым бренд точно не станет. За 7 лет работы в Gucci Алессандро показывал свои коллекции в Нью-Йорке, Париже, Риме и не единожды в Милане. А вот в Лос-Анджелесе впервые. Место было выбрано не случайно, ведь дизайнер очень привязан к этому городу, а свою новую коллекцию он полностью посвятил кинематографу. Отсюда приглашение с уликами в виде помады и записки-салфетки с отпечатком красных губ, показ на аллее звезд, главные лица Голливуда среди зрителей, звездный кастинг на подиуме и, конечно, почти исчерпывающая энциклопедия отсылок к голливудским фильмам в модных нарядах. Вся атмосфера модного шоу была буквально пропитана темой кино. Через призму моды дизайнер отражает в новой коллекции разные веки истории, а именно, как менялся американский кинематограф. В образах, созданных Алессандро, читаются отсылки к детективам Золотого века Голливуда, фильмам про подростков, выпускников колледжей, а также вестернам и наивным драмам 60-х. Так, на импровизированном подиуме зрители увидели модные ансамбли, где заметна четкая связь с киногероями-школьниками в виде бомберов, диадем и выпускных платьев. С роскошными красотками из остросюжетных кинолент, о которых говорят вечерние наряды с перьями марабу. Или с отчаянными ковбоями с их шикарными шляпами. Дизайнер также разбавил коллекцию элементами спортшика. Пиджаки он спокойно миксует с леггинсами и водолазками, обтягивающие трикотажные комбинезоны и велотреки с укороченным блестящим жакетом или клетчатым пальто. Лица моделей скрывают необычные маски и огромные солнцезащитные очки, которые, вероятнее всего, помогут спрятаться от надоедливых папарацци. Изюминка модной линейки – яркие оттенки и переливающиеся ткани. Они явно напоминают, что коллекция вовсе не обычная, а праздничная, ведь у бренда торжественный юбилей. При этом Алессандро не стал утаивать и обратную сторону Голливуда. Уверенно оголив части тел моделей, он напоминает, что этот мир грез так же красив, как и жесток. Живущие на Олимпе иногда с него падают, отмечает дизайнер. Кстати, в своих заметках показа Кутюрье сравнивает Голливуд с греческим храмом, населенным божествами, а актеров и актрис с героями древних мифов, одновременно вымышленных и в то же время реальных. Эта версия прослеживается и в модных нарядах. Дизайнер представил широкой публике модную буфонаду, в которой все вещи немного чересчур. Несмотря на это, ими невозможно не восхищаться, потому что в руках Микеле одежда превращается в сценические наряды и позволяет своим владельцам перевоплощаться в самых разных персонажей. Днем можно быть строгим адвокатом в маскулинном пальто, а ночью звездой варьете в прозрачном платье с аппликациями в виде звезд на груди и отделкой из перьев. В мире, где капсульный гардероб правит бал, такая прививка экстравагантности и откровенной роскоши порой просто необходима. Все было бы даже слишком красиво и складно, если бы дизайнер в свойственной ему манере не превратил эту оду кинолюбви в балладу. Это как если бы сказку про Голливуд снимали классики итальянского неореализма. Думается, такой парад у Феллини вызвал бы и смех, и грусть одновременно. Алессандро же во всей этой роскоши удалось коснуться обратной стороны киноиндустрии – фабрики звезд, которая так же легко перемалывает людей, как и зажигает. Да, красивый, блестящий, манящий, но при этом жестокий, несправедливый Голливуд дизайнер преподносит таким, как он есть. В комментариях к шоу модельер отмечает: «Моя история про золотой Голливуд – это прежде всего история про жизнь. Жизнь, она же состоит и из любви, и из блеска, и из грусти». Я уверена,
Новая коллекция «Весна-лето 2022» сыграет не последнюю роль в создании очередного мифа о модном доме. Пусть утром жизнь на знаменитом Звездном бульваре вернется в привычное русло, но этот вечерний парад любви запомнится зрителям не просто как фееричный конец кинофильма, а как по-настоящему голливудский финал. А марка Гуччи сегодня начинает писать историю нового модного столетия. Смотрим, удивляемся, обсуждаем. С интересом жду ваше мнение, друзья, в комментариях. Спасибо за поддержку канала, за теплый лайк и подписку. Всем приятного просмотра, ярких позитивных эмоций и независимо от капризов погоды, только теплого хорошего дня и светлого солнечного настроения.